В этом видео мы рассмотрим функции. Вы узнаете, как использовать некоторые из встроенных функций Python, а также создавать свои собственные функции. Функции принимают некоторые входные данные, затем производят некоторые входные данные или изменения. Функция – это просто часть кода, которую вы можете использовать повторно. Можно реализовать свою собственную функцию, но во многих случаях вы используете готовые функции других разработчиков. В этом случае вам просто нужно знать, как работает функция, а в некоторых случаях, как импортировать функции. Пусть оранжевые и желтые квадраты представляют одинаковые блоки кода. Можно запустить код, используя некоторый ввод, и получить вывод. Если определить функцию для выполнения задачи, мы просто должны вызвать функцию. Пусть маленькие квадраты представляют строки кода, используемые для вызова функции. Можно заменить эти длинные строки кода, просто вызвав функцию несколько раз. Теперь мы можем просто вызвать функцию. Наш код намного короче. Код выполнит ту же задачу. Можно представить процесс так: когда мы вызываем функцию f1, мы передаем входные данные функции. Эти значения передаются всем тем строкам кода, которые вы написали. Это возвращает значение, и вы можете использовать значение. Например, вы можете ввести это значение в новую функцию f2. Когда мы вызываем эту новую функцию f2, значение передается другому набору строк кода. Функция возвращает значение. Процесс повторяется, передавая значение вызываемой функции. Можно сохранить эти функции и использовать их повторно, или использовать функцию других разработчиков. Python имеет много встроенных функций. Вам не нужно знать, как эти функции работают внутри, а просто какую задачу выполняют эти функции. Функция len принимает входные данные в виде последовательности, такой как строка string или список list, или коллекцию типов, такую как словарь dictionary или набор set, и возвращает длину этой последовательности или коллекции. Рассмотрим следующий список. Функция len принимает этот список в качестве аргумента, и мы присваиваем результат переменной L. Функция определяет, что в списке 8 элементов, а затем возвращает длину списка, в данном случае 8. Функция sum итерабельна, как кортеж или список, и возвращает сумму всех элементов. Рассмотрим следующий список. Мы передаем список в функцию sum и присваиваем результат переменной s. Функция определяет сумму всех элементов, затем возвращает ее. В этом случае значение равно 70. Есть два способа сортировки списка. Первый использует функцию sorted. Также можно использовать методы списка sort. Методы похожи на функции. Давайте это использовать как пример, чтобы проиллюстрировать разницу. Функция sorted возвращает новый отсортированный список или кортеж. Рассмотрим список album ratings. Можно применить функцию sorted к списку album ratings и получить новый список sorted album rating. Результатом является новый отсортированный список. Если посмотреть список album ratings, ничего не изменилось. Обычно функции принимают входные данные, в данном случае список, и производят новый вывод данных, в данном случае отсортированный список. Если использовать метод sort, список album ratings изменится, и новый список не будет создан. Давайте использовать эту диаграмму, чтобы проиллюстрировать процесс. В этом случае прямоугольник представляет список album ratings. Когда мы применяем метод sort к списку, список album ratings меняется. В отличие от предыдущего случая, мы видим, что список album ratings изменился. В этом случае новый список не создается. Теперь, когда мы рассмотрели, как использовать функции в Python, давайте посмотрим, как создавать наши собственные функции. Начнем с создания собственных функций в Python. Это пример функции в Python, которая возвращает свое входное значение +1. Чтобы определить функцию, начнем с ключевого слова def. Название функции должно описывать то, что она делает.
У нас есть формальный параметр функции a в скобках, следующий за двоеточием. У нас есть блок кода с отступом. Для этого случая мы добавляем 1 к a и обозначим его как b. Мы возвращаем или выводим значение для b. После того, как мы определили функцию, можно ее вызвать. Функция добавит 1 к 5 и вернет 6. Можно снова вызвать функцию. В этот раз назначим ее переменной c. Значение для c равно 11. Давайте исследуем это дальше. Рассмотрим пример, когда вы вызываете функцию. Следует отметить, что это упрощенная модель Python, и Python не работает таким образом изнутри, или, как говорят, под капотом. Вызываем функцию, имеющую на входе 5. Удобно представить значение 5 как передаваемую функцию. Теперь последовательности команд запускаются. Значение a равно 5. b будет присвоено значение 6. Затем мы возвращаем значение b. В этом случае, поскольку b было присвоено значение 6, функция возвращает 6. Если мы снова запускаем функцию, процесс начинается с нуля. Передаем 8. Затем выполняются последующие операции. Все, что произошло во время последнего вызова, произойдет снова с другими значениями a. Функция возвращает значение, в данном случае 9. Опять же, это просто полезная аналогия. Давайте попробуем сделать эту функцию более сложной. Обычно документируют функцию в первых нескольких строках. Это говорит любому, кто использует функцию, что она делает. Эта документация заключена в тройные кавычки. Можно использовать команду help для функции отображения документации следующим образом. Это распечатает имя функции и документацию. Мы не будем включать документацию в остальные примеры. Функция может иметь несколько параметров. Функция mult умножает два числа. Другими словами, она находит их произведение. Если мы передадим целые числа 2 и 3, результатом будет новое число. Если мы передадим целое число 10 и вещественное число 3,14, результатом будет вещественное число 31,4. И если мы передадим целое число 2 и строку Майкл Джексон, строка Майкл Джексон будет повторена 2 раза. Это потому, что символ умножения также может повторять последовательности. Если вы случайно умножите целое число и строку вместо двух целых чисел, вы не получите ошибку. Вместо этого вы получите строку, и ваша программа будет выполняться. Это может привести к сбою позже, потому что у вас есть строка там, где вы ожидали целое число. Это свойство упростит кодирование, но вы должны более тщательно протестировать свой код. Во многих случаях функция не имеет оператора возврата return. В этих случаях Python вернет специальный объект non. Практически, если ваша функция не имеет оператора return, вы можете рассматривать ее так, как будто ваша функция вообще ничего не возвращает. Функция mj просто печатает имя Майкл Джексон. Вызываем функцию. Функция печатает Майкл Джексон. Давайте определим функцию noWalk, которая не выполняет никаких задач. Python не позволяет функции иметь пустое тело. Поэтому мы можем использовать ключевое слово pass, которое ничего не делает, но удовлетворяет требованию непустого тела. Если мы вызываем функцию и распечатываем ее, функция возвращает none. В фоновом режиме, если оператор return не вызывается, Python автоматически возвращает none. Удобно рассмотреть функцию noWalk со следующим оператором возврата. Обычно функции выполняют более одной задачи. Эта функция печатает инструкцию, а затем возвращает значение. Используем эту таблицу для предоставления различных значений при вызове функции. Вызываем функцию со входом 2 и находим значение b. Функция печатает инструкцию со значениями a и b. Наконец, функция возвращает значение b, в данном случае 3. Можно использовать циклы в функциях. Эта функция выводит значения и индексы цикла или кортежа. Вызываем функцию со списком Album Ratings в качестве входных данных. Отобразим список справа с соответствующим индексом.
Stuff используется как вход для перечисления функции. Эта операция передаст индекс для I и значение в списке для S. Функция начинает перебирать цикл. Функция напечатает первый индекс и первое значение в списке. Продолжаем повторять цикл. Значения I и S обновляются. Оператор print выполнен. Аналогичным образом печатаются следующие значения списка и индекса. Процесс повторяется, значения I и S обновляются. Мы продолжаем итерацию, пока окончательные значения в списке не будут распечатаны. Вариативные параметры позволяют нам вводить переменное количество элементов. Рассмотрим следующую функцию. У функции есть звездочка на именах параметров. Когда мы вызываем функцию, 3 параметра упаковываются в имена кортежей. Затем мы перебираем цикл. Значения распечатываются в соответствии. Если мы вызываем одну и ту же функцию, только с 2 параметрами в качестве входных данных, имена переменных содержат только 2 элемента. В результате выводится только 2 значения. Область действия переменной – это часть программы, в которой эта переменная доступна. Считается, что переменные, которые определены вне какой-либо функции, находятся в глобальной области видимости. То есть к ним можно получить доступ где угодно после их определения. Здесь мы имеем функцию, которая добавляет строку DC к параметру x. Когда мы достигаем части, где значение x установлено AC, это находится в глобальной области видимости, что означает, что x доступен везде после его определения. Переменная, определенная в глобальной области видимости, называется глобальной переменной. Когда мы вызываем функцию, мы вводим новую область видимости или область видимости addDC. Передаем в качестве аргумента функцию addDC, в данном случае AC. В области функции значение x установлено ACDC. Функция возвращает значение и присваивается для z. В глобальной области видимости значение z установлено как ACDC. После возврата значения область действия функции удаляется. Локальные переменные существуют только в пределах функции. Рассмотрим функцию triller. Локальная переменная date установлена как 1982. Когда мы вызываем функцию, мы создаем новую область видимости. В этой области функции значение date установлено как 1982. Значение date не существует в глобальной области видимости. Переменные внутри глобальной области видимости могут иметь то же имя, что и переменные в локальной области видимости без конфликта. Рассмотрим функцию triller. Локальная переменная date установлена как 1982. Дата глобальной переменной установлена 2017. Когда мы вызываем функцию, мы создаем новую область видимости. В этой области значение date установлено 1982. Если вызвать функцию, она возвращает значение date в локальной области, в данном случае 1982. Когда мы печатаем в глобальной области видимости, мы используем значение глобальной переменной. Глобальное значение переменной 2017, следовательно, значение составляет 2017. Если переменная не определена внутри функции, Python проверит глобальную область видимости. Рассмотрим функцию ACDC. Функция имеет переменную рейтинг без присвоенного значения. Если мы определим переменную рейтинг в глобальной области видимости, а затем вызовем функцию, Python увидит, что значение переменной рейтинг отсутствует. В результате Python покинет область и проверит, существует ли переменная рейтинг в глобальной области видимости. Он будет использовать эти значения рейтинг в глобальной области в сфере действия ACDC. В функции будет напечатано 9. Значение z в глобальной области будет равно 10, так как мы добавили 1. Значение переменной рейтинг не изменится в глобальной области. Рассмотрим функцию Pink Floyd. Если мы определим переменную claimed sales с ключевым словом global, эта переменная будет глобальной. Вызываем функцию Pink Floyd.
Переменная claimed sales установлена в строку 45 million в глобальной области видимости. Когда мы печатаем переменную, получаем значение 45 million. С функциями можно сделать гораздо больше. Пройдите лабораторную работу для большего количества примеров.